Сегодня у нас на обзоре довольно-таки интересный аккаунт. Сейчас посмотрим, что там такого. Ты говоришь, что донатила в аккаунт. Да. Что? На что ты донатил? Вот мне интересно. Ну, самый мой крупный донат — это Тарталя, его реран. На него ушло 11 тысяч. И в основном я доначу на БП, Луну, ну и так иногда на байнеры сливаю по пару тысяч. Ну, Луна это must-have, я думаю, ты постоянно на эту подписочку берешь. Интересно, интересно. Ну, давай посмотрим, что у тебя за персонажи. И то, что Тарталя за 11 тысяч, мне интересно посмотреть, насколько тяжело тебе это все далось. Он, получается, у тебя с созвездием, да? Ну, к созвездиям мы вернемся чуточку позже. Давай посмотрим, что у тебя есть за персонажи. Если есть какая-то интересная история о том, как они там выпадали, либо при каких-то обстоятельствах интересных, можешь рассказать. Ну, вообще, вот посмотрим на Дидаун, у нас первый, и он у меня, получается, с самого первого баннера, но на его реране мне упала конста на него после дюлюка. Это было довольно забавно. Я не ожидала. Ну вот Сяо тоже аналогично. Получается, после того, как он мне упал, сразу в следующей десятке он опять упал. Подожди, в смысле, у тебя на Сяо созвездие есть? Ладно. Хорошо, это очень круто, да. Ну, самая, наверное, головная боль — это Тарталья, потому что я как раз начала играть, когда был его баннер, самый первый, и я не успела его выбить, поэтому я очень обрадовалась, когда был реран, но мне упала вот эта вот прекрасная, милая маленькая девочка на 80-ю крутку. Я уже понял, что пошло дальше. Да, мне пришлось задонатить, вот, и он упал, потом еще раз упал. За сколько круток у тебя он выпал? 160. Ну, короче, 2 гаранта. Чем-то. Да. У тебя 11, получается, легендарок у тебя, да? Получается, что да. Так, Мона, Эвола, так, ну тут вообще завидный списочек персонажей, я тебе скажу. Ну, на самом деле, у меня все персонажи, которые я хотела, тех же Клиху, Тау и Ганью я вообще не крутила, я их скипнула. А вот с Альбедо печальная история, мне упала Мона. Но Мона у нас заядлый любитель сбить гаранты. Так, у тебя, получается, еще все эпики, так? Тогда вот мне интересно посмотреть на созвездие. Давай показывай созвездие, глянем, насколько много эпиков тебе выпадало одинаково. Один, Розалия Си3. Да, прикольно. Беннет Си6, но шестую консту я не хочу активировать. Ну да. Пока что. Ее многие не активируют. Сяо Си1 просто, вот у меня до сих пор из головы это не вылетает. Насколько я хотел этого персонажа, а тут еще и Цешка, ладно. Эола нулевая, хотела консту на нее, но не стала крутить. Мона тоже нулевая. Ну вот, Тарталя Си1. Янфэй Си3, это тоже просто головная боль, потому что когда она была с рераном Деда, она мне упала самой первой на 72-ю крутку. Это просто было ужас. Но мы прекрасно понимаем, что тебе выпадало, помимо Янфэй. Кэцин тоже нулевая. Вы сейчас, ребятки, увидите, что выпадало, помимо Янфэй. Бэйтоу Си6. Вот, это прикольно. Ну, ГГ это понятно. Да, ГГ у нас. понятно. Ну, у некоторых она вообще не прокачана. Так, что у нас? Нингуаночка С2. Тоже хорошо. Да, Сахароза Си1. Так, Сяночка С2. Прикольно. Диона Си6. Нифига себе. Нифига себе, блин, это круто. С6, Дионг. Получается, у тебя уже 2 фулл-констовых перса. Идем дальше. Синяк С2. Ну, самое прекрасное мое вот это вот это. Эмбер С5. Я уже заранее знал, что меня ждет, поэтому я не сильно удивляюсь, но я думаю, многие из вас удивятся. На самом деле, можно было похвастаться, да, но мы знаем, что скоро выйдет Йоимия, и говорят, что она заменит полностью Эмбер. Поэтому тут вдвойне обиднее, я вам скажу. Ну ладно. Ничего. А как вообще объясни, почему так? Тебя сглазили? Я сама не знаю. Ну, возможно, потому что на стандартном баннере падает только она. Вот, ну, видно. Я ее ни разу не покупала в магазине, но вот настолько она меня любит, что решает подропаться мне почаще. Ну, Барбара, это понятно. У кого Барбара не Си6 вообще? Да, у меня не Си6. У меня, по-моему, Си3. Ну, Лиза нулевая. Цици тоже нулевая. Дилюк тем более. Никак не упадет мне последняя конста на нее. Ну ничего, на Эмбер скоро выпадет. Спасибо. Чугун тоже, ну, Си1. Фишер Си6. Так, это какой? Это, получается, 4-й Си6 перс у тебя, да? Да. Неплохо. Рейзер. Стоп, 5-й уже. 5-й С6 персонаж. Ладно. Хорошо. Ну и вишенка вот тоже Си6.
Ладно. 6C6. Все понятно. Все понятно. Можете написать, кстати, в комментариях, сколько у вас фулл-констовых персов есть вообще. Потому что у меня еще ни одного нет. А тут целых 6 штук. Ну, понятно. Хорошо, ты меня удивила, я тебе скажу. Давай показывай теперь свои пушечки. Какие у тебя есть пушечки. Ладно, хорошо. Хорошо, даже коршун есть. Понятно, да, коршун стоял на Сяо, но так как Сяо у меня сейчас в отпуске попросту, он теперь на Дидре. Вообще с коршуном интересная история, потому что тогда, по-моему, был баннер с Хомой и погибель, и я решила его покрутить из-за странника. Мне очень хотелось копии, но я вот кручу, я ни разу его не крутила до этого момента, и мне на 7-ю или 8-ю крутку прилетает коршун. Это просто было шоком. Без гаранта, без ничего, просто на 8-ю крутку упал. Но теперь мне интересно посмотреть на артефакт. Насколько часто ты гриндишь данжи? Как тебе сказать? Много у меня. Нифига себе. Вот если посчитать, сколько это в смоле, мне вот интересно посмотреть на самые лучшие у тебя артефакты. Вот, к слову, офф-топчик небольшой. Мне в инстаграме подписчик написал, скрин прислал, где у него прокнул допстат на крит урон в 35%. Я выше еще не видел. И вот мне интересно, я когда-нибудь это увижу или нет. У меня 29, это самый крупный, наверное, мой прок на немо-чашке. Но у меня довольно много неплохих артефактов. Давай вот, самые 29. вкусные показывай, чтобы мы все обзавидовались. Я даже не знаю, куда тыкать. А, то есть у тебя они все, да? Ну, большая часть, на самом деле, неплохие артефакты. Ну ладно, давай. Хорошее. Да, перо офигенное. Криток хороший, 27 тоже крита. Вот я сейчас 3 артефакта увидел и не понял, почему мне прокается защита постоянно, а некоторым крит урон. Нормальная практика. Нормальная практика. О, это моя гордость. Чисто рыцарь, прекрасный рыцарь. Тоже неплохая чашка. Да, еще мейнстат тоже неплохой. Тоже неплохие часики. Тоже неплохие часики. Вот недавно перо неплохое. Вылезло. Неплохое. Ну, такое себе, да. Может было получше, но... Крит урон 20. Подумаешь, 20. Подумаешь, 20, да. Всего лишь-то. Ну и здесь еще, наверное, 20 крита. В основном все, я думаю. Покажи, какими пачками ты пользуешься, в чем там преимущество. Вообще, какие у тебя сейчас 2 основные пачки? Любишь ли ты в бездну ходить, не любишь? Я бездну обожаю, я просто каждые 2 недели жду, когда она обновится. Ну, моя основная пачка по миру сейчас это вот эта вот. Казуха у меня вообще как ДД идет, я не хочу его собирать в саппорт, потому что у меня из элементальных ДДшников только Янфей и Тарталия, поэтому у меня не шибко стоит его собирать с саппорта. Розария мне нравится тем, что у него пассивка классная на раздачу крит урона, крит шанс, поэтому я ее юзаю. Ну, Беннет это понятно. Ну да, Беннет понятно. Вторая пачка почти ничем не отличается, это просто Эула. В бездну. Какие у тебя сейчас 2 пачки на нее? Возьму, наверное, 12 этаж, как самый основной. Это у меня получается Джун, Янфей, Венти и Беннет. А вторая пачка у меня довольно специфическая. Это Казуха, Джин, Розария и Дион. 36 звезд обеспечены. Так, теперь давай посмотрим на твой чайничек, с которого ты только что вышла. Но он давно уже прокачан на максимум. Карточка уже взята. У меня, как видишь, нет арены посередине, как у многих. Очень странно, потому что это просто все думают, что это must-have по центру поставить. Не знаю, что. Библиотека. Неплохо. Не, ну в принципе уютненько. Не разбросано просто так, как некоторые делают. Здесь вот где-то стоит кухня. Все для Сяо. Второй этаж, наверное, похудший, потому что там чисто комплекты мебели стояли. Неплохо, неплохо. Тут у нас библиотека такая. Ну, неплохой чайник. А что с ландшафтом? Вот там вот прямо ничего нет почти. То есть ни городов, ни рынков мы не увидим? В основном везде пустинка. У многих по-любому возникнет вопрос. Раз ты уж донатила, сколько у тебя сейчас может быть примагемов пыли? Что у тебя сейчас в разделе молитв? Очень много. Примагемов у меня 158, а круток у меня 21. Я сейчас коплю на новое оружие и ее имею. Так, ну что, будем одну круточку на удачу делать или нет? Ну, можно на оружейный. Давай, посмотрим, вернется ли к тебе удача. Нет, конечно. Ну, да. Так, к сожалению, нет.